Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим, что хочет сказать, но молчит. Задумайте мужчину, загадайте. Чем лучше задумаете, тем больше вероятности, что это ваше. О чем молчит ваш мужчина, давайте смотреть. Напишите под видео его имя или поставьте смайлик, сердечко, цветочек, напишите комментарий, напишите «принимаю», если видео понравилось. Хотите, чтобы проигралось. Итак, давайте. О чем же он молчит? Что тут у нас в ситуации? Какая ситуация на данный момент в ваших отношениях? Обида между вами. Обида. Мужчина закрылся. И, возможно, уехал, ушел, пропал, да. Зависли отношения. То есть тут на вы его обидели, он вас обидел, неважно. Была какая-то ссора, после которой вы на друг друга обижены, скорее всего. Мужчина закрылся, возможно, ушел, уехал, ушел из ваших отношений, либо ушел из вашей квартиры, вещи собрал, да, либо просто уехал куда-то, ну, развернулся и ушел. Причем это было на эмоциях, это было спонтанно. И на данный момент, возможно, да, ушел, как говорится, и не проявляется. Отношения подвисли, вы чувствуете себя жертвой, он чувствует себя жертвой. Что дальше делать, непонятно. Что еще? Мужчина у нас достаточно холодный, возможно, воздушного знака. А возможно, знаете, вот такой человек, который всегда убегает в ссоре. То есть для того, чтобы не сказать лишнего, для того, чтобы, как ему кажется, сохранить отношения, он просто прекращает отношения, может не писать, не звонить, может действительно уйти на какое-то время, да, к себе, если вы живете вместе. Для того, чтобы как бы вы остыли, он остыл. И ему кажется, что таким образом он отношения сохраняет, хотя очень часто с точностью да наоборот. Что еще? Ну, тут есть чувства. Тут есть чувства. Я не могу сказать, что тут нет чувств. И вы его любите, и он вас любит. Но сейчас что-то разладилось, что-то вот отношения пробуксовывают. И двойка кубков тут есть, и десятка кубков, и карта влюбленные. Возможно, знаете, нужно сделать какой-то выбор для того, чтобы отношения продолжались дальше, а не вы, не он не готовы. Возможно, просто кто-то должен как выбор прийти первым, да, не вы не идете первой мириться, не он не идет первым мириться. Вы считаете, что он должен, а он считает, что вы должна. И происходит то, что ничего не происходит, да. То есть как бы отношения подвисают, вы не видитесь, возможно, не переписываетесь. Или переписываетесь, но очень сухо, да, как дела нормально. Через неделю опять, как дела нормально. Возможно, никак друг другу ничего не пишете, да. Если раньше там встречались, писали, там звонили, то сейчас натянутое молчание. Он молчит, и вы молчите, да. Что у него в голове? Вот чья это ситуация? Это ваш расклад. Что в голове? Нужен ли я ей? Хочет ли она быть со мной? Стоит ли продолжать эти отношения? А возможно, уже все в прошлом. И жаль, потому что многого, как бы, ну, много поставлено на карту, много уже пройдено вместе. Тут, скорее всего, отношения уже, которые есть, и которые сложились, туз пентаклей, десятка пентаклей. Но сейчас по луне мужчина не понимает, как ему себя вести. У кого-то мужчина, если может пить, пьет. И поэтому, знаете, вот, как говорится, горе заливает. И поэтому, безусловно, в таком состоянии он к вам не пойдет. Или пойдет, но ничего связанного не скажет. Да? Вот так вот убивает время, глушит тоску. У кого-то просто не знает, что ему делать. У кого-то в депрессии находится. У кого-то в каких-то сомнениях и раздумьях. Да? Но, тем не менее, перед вами, там, если вдруг вы видитесь случайно или перед знакомыми, он держит хвост пистолетом, говорит, что у него все хорошо, что все у него нормально, но на самом деле ничего тут нормального нет. Что в душе, что в сердце, да, давайте смотреть. Ну, а тут страх того, что все может закончиться. Тут действительно любовь, тут желание прояснить все, да, но пока ни вы, ни он как бы не идете на контакт, на сближение, да, неужели все закончилось? Я ее люблю. Я хотел бы, чтобы эта пауза закончилась, она уже невыносима для меня, да. Я очень бы хотела, чтобы эти двери открылись.
Ну вот не он первым не но он не хочет идти, не вы. Но по солнцу как бы очень хотел бы, чтобы ситуация прояснилась. Что еще на сердце? Мгм. Ну тут, знаете, вот девятка пентаклей. Она вся из себя такая, а мне будет сложно с ней помириться, а возможно, я вообще ей не нужен, и вообще все в жизни у нее хорошо. Возможно, да, вы, как говорится, держите фасон, показываете всем своим видом, ну и что, у меня все замечательно. И он точно так же, да, со своей стороны показывает, ну без нее и ладно, все у меня и так будет хорошо. И вот вы оба, да, друг другу транслируете, что вы в друг друге не нуждаетесь. Вот она во мне не нуждается, она девятка пентаклей, у нее все хорошо. Ну, зачем я ей нужен вообще? Ну, ушел и ушел. Она даже там, возможно, и не парится по моему поводу. Да, он считает, что вы успокоились, что у вас уже он вам не нужен, да, у вас все замечательно. Вы и звезда, и у вас и умеренность, и девятка пентаклей. То есть, как бы, ну, все нормально. Хотя он выбросить из вас из головы по звезде не может. И как бы как девятка пентаклей вы ему интересны, да, но с девяткой пентаклей очень тяжело опять наладить отношения, если есть обида, если он обидел вас, или вы оба, знаете, как бы вот конфликт произошел. И по умеренности, возможно, уже достаточно долго отношения как бы вот в подвисшем состоянии. Может, уже и не надо. Со временем все пройдет, да, и вообще эти отношения, возможно, уже не имеют смысла. То есть мужчина уже даже не уверен, что вы хотите его видеть далеко, и неприступно, и холодно, и зачем я ей вообще нужен. А что на подсознании? Давайте посмотрим. Одиночество. Ему, конечно, плохо, ему, конечно, одиноко. Он один, вот, скучает, да, скучает, тоскует. И как бы хотел бы, возможно, вернуть эти отношения, но уже непонятно, надо, не надо. Возможно, лучше оставить все как есть. О чем же молчит, да? О чем молчит наш мужчина? Что хотел бы сказать все-таки? Что ты хотел бы сказать? Да, у тебя сейчас такая возможность. То что бы ты ей хотел сказать? Я хотел бы ей многое объяснить. Я ей хотел бы сказать, что, возможно, и я не прав, и я поступил как-то неправильно. Но, возможно, также и она не права. Надо поговорить, надо все обсудить. Надо прийти к какому-то результату, да. Я бы хотел сказать ей, что я ее люблю. Что действительно я ее помню, я ее не забыл, и забыть я ее не могу, потому что действительно у меня к ней есть чувства. И да, возможно, и у меня были розовые очки на глазах, и у нее. И все это как бы сложно, знаете, розовые очки разбились. Но я хочу, чтобы она знала, что все таки я перебираю в голове варианты, как нам можно помириться. Я все таки ищу эти варианты, да, тут выбор. Тут человек не знает, как ему поступить, но эти варианты в голове он прокручивает. Он мечтает о вас, он думает о вас. Он бы хотел многое объяснить. То есть никуда вы из его головы и сердца не делись. Мне очень больно. Я понимаю, что я, возможно, предал тебя, я обидел тебя. Что, возможно, тут, знаете, повлияли третьи лица или впустил в нашу жизнь, в наши отношения третьих лиц. Я понимаю, что это было неправильно. Тут не обязательно соперница, тут мама могла влезть, подружки, друзья, родственники, да, вот. Я понимаю, что, ну, как бы, я виноват в том, что я позволил третьим лицам войти в наши отношения. И этим я тебя предал наши отношения и сделал тебе больно. Ну, я не хотел. Я не со зла или я не нарочно. Это тоже надо обсудить. Это, об этом тоже поговорить надо. В этом надо разобраться. Я очень хочу, чтобы мне предоставился такой шанс. Но тут мужчина, вы знаете, подумает, а действовать, скорее всего, все равно будет, потому что маг, да, он будет пытаться разобраться в ситуации, он будет пытаться все-таки ваши отношения возобновить. Потому что сам очень терзается, ему без вас очень-очень плохо. И он найдет все-таки вариант, как можно с вами пообщаться, как или найдет в себе силы, да, первому подойти. Тут не конец, тут пауза. Мужчина действительно как бы, да, вот находится в раздумьях, он понял, что вы для него значите и что он хотел бы быть вместе с вами.
Напишите, почему поругались, чей это мужчина, да? Что случилось, почему вот долго вы не можете общаться. А я вам говорю всего хорошего. Пока-пока.